Анжела, я познакомилась с тобой в первую очередь как с профессиональным фейсридером, а потом уже узнала, что ты еще и профессиональный врач. Подскажи, пожалуйста, я думаю, что всем интересно узнать, какие сферы охватывают знания физиогномики, в чем ее можно применить, как применить, насколько это полезное знание, насколько оно практичное. Да, вопрос, правда, действительно очень хороший, потому что многие спрашивают меня, о чем они могут узнать, потому что я консультирую уже долгое время, и в последнее время ко мне обращаются, конечно, бизнесмены. Их очень интересует вопрос их положения, потому что в столь нестабильное экономическое время люди хотят быть уверенными в завтрашнем дне, потому что нам дает физиогномика, прежде всего хочу сказать, это стабильность. Стабильность, она дает тебе уверенность, потому что ты можешь увидеть свое будущее. Потому что мы на лице можем прочитать прошлое, настоящее и будущее. И тем самым это нам дает возможность построить, запланировать нашу жизнь. И вот коротко скажу, какие аспекты освещает физиогномика. Это первое, это карьера. Второе, это финансы. Согласитесь, финансы сейчас куда мы без них? Абсолютно все. Купить продукты, не буду там углубляться, но действительно все. Обучение детей, важный момент. Любовь. Любовь, конечно, всем она нужна. И четвертый момент, это такие базовые ценности, это здоровье. Как врач хочу сказать, что если у человека нет здоровья, то, согласитесь, никакие деньги ему не помогут. Поэтому это очень важный момент. И, конечно же, мы благодарны врачам древности, потому что именно им мы обязаны появлению физиогномики. Они заметили, что на лице есть представительство не только каждого органа, но и на нашем лице есть определенные области, которые отвечают за разный аспект. Например, что касаемо карьеры. Людям очень важно знать, где они будут успешные. Они управленцы или они все-таки люди, которые, занимаются ремесленники, скажем. Они работают таким ручным трудом, зарабатывают. Также очень важно знать, где применить свои способности, в какой области. Это будет гуманитарий, или это академики, научная сфера, или это все-таки экономическое направление, или может быть это финансы, а может быть эта профессия связана с удовольствием. Согласитесь, что это действительно очень важно. Да, я способный, но как я могу это применить? Где? Ведь залог успеха это что? Оказаться в нужное время, в нужном месте и встретиться с нужными людьми. Поэтому вопросы, которые освещает физиогномика, позволяют быть успешным, это прежде всего. А что такое успех, мы знаем, это хорошая коммуникация. Это важно, это очень важно в наше время, конечно. Но это так коротко, что хотела сказать. Конечно, это, согласитесь, это далеко не полный ответ, какие возможности дает нам физиогномика, или это лишь только определенный какой-то аспект. Конечно, могу привести пример из своей практики, когда ко мне приходят бизнесмены и спрашивают, вот я хочу сейчас открыть дело определенно, не буду говорить в каких, будет ли оно успешно, подходит ли оно мне. Конечно же, его черты лица показывают, это для него направление подходит, в нужном ли он времени находится. Может быть, он находится сейчас, знаете, мы на нашем лице можем прочитать периоду успеха или периоду спада. Может быть, он сейчас именно находится в том период, когда не нужно ему активных каких-то действий принимать. Тем самым он сбережет свои финансы. Понятно, он хочет улучшить, но в этот период ему лучше дать такие рекомендации, чтобы он подготовил более плотную, крепкую базу, что позволит ему в будущем пойти наверх. И это очень важно. У меня следующий вопрос тогда, Анжела. Ведь бизнесмены люди серьезные, да? Для того, чтобы они поверили и в ту или иную теорию, и в какую-то информацию, они должны ее проверить. Ты практикуешь физиогномику не один год. Конечно. Это говорит о том, что они к тебе возвращаются. Да. Значит, они верят. Верю. То есть они проверили это. Проверили. Расскажи чуть-чуть об этом. Как они возвращаются, как они проверяют, с какими эмоциями они приходят, когда понимают, что это работает.
Конечно же, как я могу им показать о том, что это действительно правда? Когда человек меня видит в первый раз, то мне приходится, конечно же, напомнить ему о его событиях в прошлом, которые знает только он. Например, приведу пример, как у меня была одна женщина на консультации, она, вернее, и сейчас есть, и мы очень крепко дружим. Очень такой важный момент. Я ей сказала, что есть у вас проблемы там семейные, есть у вас финансовые проблемы, но это как у всех обычно. Но самая главная проблема, что у вас в доме нет дверей. Она была очень удивлена. Как? В ее доме бывает, максимум там 10 человек, такие очень близкого круга. Да, приближенный круг исключения, который никто не знает. Другие не могут знать о том, что о ее внутренней проблеме, по какой причине у нее такой интерьер, что нет дверей. И когда я ей об этом сказала, она была очень удивлена. И вот уже прошло больше, чем 6 лет, мы продолжаем с ней дружить, мы продолжаем с ней общаться, потому что она именно поверила. И теперь любой важный вопрос. Это покупка квартиры, это поездка за границу отдыхать, или это бизнес-поездка, или это вложение еще в каких-то там, различные направления. Постоянно она консультируется со мной. То есть это очень, очень удобно иметь подругу-физиогномиста. Возможно, это да.